Елена Вера, 1286, услышала такое мнение, что женские портреты и женщины с лицами плохо продаются. Дескать, покупатели в основном женщины. Ну, коллекционеры, ну, знаете, мужчины. Они же в основном богатством рулят, поэтому так велика. А посмотрите какое-нибудь видео, где сидят аукционы, там продают. Вот на аукционе какие-то работы. Вот кого там больше, посчитайте. Я не видел, но даже интересно, может быть, кто-то замечал вот это вот соотношение мужчин и женщин. Так вот, и им хочется, женщинам, чтобы какая-то левая женщина, не хочется, висела на стене. Но даже если коллекционер мужчина покупает, он же, в общем-то, не один наверняка живет, и там другая сторона, половина будет, возможно, против. И один коллекционер, ему очень нравились мои работы, ну, такие вот откровенные, и он не мог купить, потому что вот ему та сторона не позволяла увлекаться созерцанием другой обнаженной женщины. Но потом он покупал, и в другую квартиру, у него их много, этих домов, квартир, в другую квартиру отдельную он все-таки завесил. И как-то пригласил меня, и я посмотрел, как это все в рамах и красиво висит. Мне было очень приятно. Я давно не видел. Вообще встречаться со своими работами, которые висят у кого-то, украшают жилище, это интересное чувство. Такое новое, ты в другой среде их видишь. Обычно это все вот на мольберте или где-то здесь. Так не хочешь, чтобы левая женщина висела на стене. Советовали прикрыть лицо руками, цветами и так далее. Что думаете по этому поводу? Это зашло вообще еще дальше. Появились такие художники. Ты же видишь, почему, например, вместо лица, носа, глаз и рта, блин. Потому что вот по этой причине, что кто-то из коллекционеров женщин будет против, чтобы какая-то дама висела у них дома, чужая, соперница такая, да? Поэтому, блин, вместо лица. Или поворот какой-нибудь, чтобы ушко было, а тут не разглядеть. Один художник вообще рисует только со спины. Все у него под зонтиками, там наверняка знаете, кто это. Я не помню, как его зовут. В общем, все идут, все обязательно стоят так, чтобы не было вот этого раздражения сопернического. Что-то со спины, в полоборота, где-то там что-то прикрыто, это правда. Но это же глупо рисовать блин или неузнаваемое, без лица, да, или что-то такое, что было отвернуто. Ну, Коровин, например, Фешин так не делали, или Репин. Давайте ориентироваться на искусство, а не на продажу. Продажа будет, если мы будем честны с вами. Давайте будем честными. Будем отображать красоту мира, ну, проявлять ее, да? Красоту характера. Мона Лиза, возьмите. Очередь стоит, чтобы в Лувре ее посмотреть. Очередь. Вы представьте себе, 1500 лет назад какие ситуации, мечи, войны, а она с улыбкой. Типа, ребята, все пройдет, все нормально. Ну, и не могут ведь разгадать вот эту тайну. Все поражены этой тайной улыбки в те времена, когда кромсали империи, завоевывали друг друга, и тут женщина улыбается в таком спокойствии. Это же, можно же зависнуть там, и очередь тебя растолкает, чтобы ты не зависал долго над этой улыбкой. Пошел, дай другому посмотреть. Посмотрел, улыбнулся и иди отсюда, дай мне тоже насладиться улыбкой. Джоконда. Мне кажется, это более глубокий посыл, нежели блин вместо лица. Поэтому женские портреты, смотря какие, как написаны, продаются. Продаются, мои продаются все время. Надо написать так, как Юра Константинов говорил, чтобы клиент, покупатель, жить не мог без этой картины. Представляете, как надо написать? Какой посыл? Как надо написать? Жить, чтоб не мог. Чтоб пришел домой, места себе не находил и
переспал, я не знаю, с этой мыслью, ну, бессонно, в смысле, промучился ночью и утром побежал покупать эту работу, вот с этой вот, с блином, с этим. По крайней мере, нацеленность на качество, на искусство, я думаю, вернее, чем на его отсутствие. Эпик Панч. Когда я дорасту до масла, возьму у вас урок. Стихи. Пока что акрил мой друг и товарищ. Тоже можно зарифмовать как-то. Тогда так. Когда до масла дорасту, возьму у вас урок. Пока акрил мой друг, товарищ повсеместный. Ну, чего ж тут расти? Ведь не в материале дело. Эпик Панч. Я 100 раз об этом говорил. А в видении. Художник широко использует всю палитру материалов вплоть до окурка, Репин окурком рисовал, и носка. Я носком как-то рисовал, у меня прохудился носок, я рисовал носком темперой. Было бы масло, я бы носком мазал. А у меня в Америке я класс проводил, и одна женщина говорит, она показала, а вот какими кисточками лучше работать, и показала у нее идеальные, ну, в Америке, кисти, какие-то там за сумасшедшие деньги каждая, все это, ну, красиво, конечно, все. Какой лучше кисточкой рисовать? И урок у меня как раз вот как деревья там писать, дизайн деревьев, что-то называется. И я говорю, что давайте так, наспор, я сейчас возьму, вот что у меня есть, салфетка. У нее же взял салфетку такую влажную, а внутрь засунул такую бумажную, ну, чтобы было что-то. И начал писать. It's new brush, my favorite brush. И показывает, это же мастер-класс, что она так запомнила это, смеялась долго, напкинс, что я салфеткой написал эти деревья, фактически салфеткой одной. То есть неважно, и ее вот это желание блеснуть дорогими кисточками, что от них это что-то зависит, пропало как дым. Так что масло у тебя, я не знаю, темпера, окурок, носок, неважно, чем, главное, как. Фешин говорил, неважно что на холсте, там мысли, вот это, а как. Вот это как имеет значение. И, конечно, материалы имеют определяющую важность, какие они. Поэтому Фешин выдавливал эти краски на картонку, чтобы из них масло там картонка забирала. Собачонка. А потом уже, ну, масла, видимо, было много, льняного в красках, поэтому, освобождаясь от масла, в этом смысле техника зависит от кисточки, там, носка или, я не знаю, от мягкости кисточки, конечно же, зависит. Это был просто такой, ну, кураж, вызов, показать, что видение в основе, а материал может быть любой. Ну, Фешин тот же пальцем, где-то микшировал, втирал. Ну, тянущий груд, понятно, там вписываешь сильно в холст. И еще пальцем доводишь где-то, поэтому-то у него где-то гладко, а где-то очень хаотично и пастозно. Но этот посыл Эпик Панч неверный, когда я дорасту до масла. Вы уже доросли. Если вы пишете, неважно чем, вот акрилом вы пишете, вы просто возьмите разные материалы. Сегодня пишете акрилом утром, а вечером маслом. Следующий день темперой, а вечером опять маслом. Удвояется масло. 2 раза маслом, а 2 раза водными красками. А потом еще не гнушайтесь рисовать карандашом. Посмотрите того же Фешина рисунки. Это же вообще... Поскольку рисунок в основе, рисовать нужно все время карандашом. Благо сейчас есть карандаши такие конусные, которые позволяют делать широкую линию и тонкую. Ну, графитовые карандаши я имею в виду. Друзья, я записал 2-й урок по наброскам карандашом. Есть некий прием, универсальный прием рисования объемов, который поможет вам избегать ошибок в рисунке. Это практический урок, то есть вы берете карандаш, бумагу и рисуете вместе со мной. Изучаете фигуру человека. Почему человека? Потому что это самая сложная форма в пространстве. И научившись рисовать ее, а я предлагаю довольно сложные ракурсы, вы сможете нарисовать все, что угодно. 2-й урок сложнее, чем 1-й, потому что ракурсы сложнее.
Но прием, который я показываю, позволит справиться с ними. За дело, друзья. Ссылка на школу в описании к каждому видео. Смелее нажимайте на нее. Справа на сайте, если возникнут проблемы, есть пошаговая инструкция, как купить урок.